Здравствуйте, любители запутанных историй. Несмотря на обилие противоречивых сведений, картина событий 11 сентября 2001 года постепенно проясняется. Не осталось никаких сомнений, что происшедшее – это вовсе не серия террористических актов, а тщательно спланированная операция спецслужб США. Осуществить такую операцию многократно сложнее, чем сами теракты, поэтому очень трудно поверить в столь циничные действия спецслужб. Они просто невозможны без поддержки и согласия высших властей США. Начнем с первой атаки на Северную башню ВТЦ. Эта атака была неожиданной для непосвященных, поэтому видео и фотоматериалов по ней крайне мало. Имеется лишь 3 материала. Во-первых, это видео братьев Наде. Вот как выглядит это видео укрупненно и замедленно. Трудно узнать в этом полупрозрачном пятне самолет. Во-вторых, совсем малоинформативное видео Павела Хлавела. На этом видео самолет и вовсе еле виден. И, наконец, снимки Вольфганга Стайла. Они тоже не проясняют дело. Достоверность всех этих материалов сомнительна. Они неоднократно подвергались критике. По этой причине данный материал годится лишь для сравнения формы возникших при атаке огненных шаров с более достоверными видео по второй атаке. Зато видео и фотоматериалов, посвященных отверстию в стене Северной башни, более чем достаточно. Таким образом, это единственный достоверный факт, по которому можно анализировать форму отверстия и видимое глазу повреждения в стене. Анализом и компьютерным моделированием повреждений башен, нанесенных самолетами, официально занимался Национальный институт стандартов и технологий США, сокращенно НИСТ. Отчеты НИСТ ныне общедоступны, и я буду использовать их в этом видео. Надо отметить, что НИСТ не государственное предприятие. Но вернемся к атаке первого самолета на Северную башню. Имеется качественный снимок, сделанный с вертолета. Видны следы от крыла самолета, можно указать, в каких местах в стену попадали двигатели, есть и след от киля. Но снимок не может показать точные размеры, поэтому воспользуемся сеткой НИСТ. На ней все указано точно, это можно проверить по фотографии. Измерим на сетке размах крыла самолета и отложим этот размер внизу на сетке колонн. Согласно чертежам, расстояние между колоннами А равно 40 дюймов, поэтому можно вычислить размах крыла самолета. Он получился равен 49,3 метра. Вот рисунок НИСТ. Несовпадение крыла с отметинами на стене объясняется изгибанием крыла самолета в полете. Когда самолет стоит на земле, на его крыло действует вес топлива, а в полете наоборот, крыло держит вес самолета. Изгиб крыла с каждой стороны равен 6 градусам, при этом размах крыла уменьшается. Размах крыла на земле для Боинга 767-223 ER равен 47,57 метра, а в воздухе 47,25 метра. Но на сетке мы измерили размер в 49,3 метра. Таким образом, размах крыла самолета, сделавшего отверстие в стене, более чем на 2 метра превышает размах крыла Боинга 767-223. И это видно на рисунке НИСТ. Однако НИСТ не сделал из этого никаких выводов. Вот рисунок, на котором размах крыла просто увеличили на метр. А на этой картинке НИСТ подправил некто Гейл. Здесь размах крыла достиг 50,2 метра. Судя по расположению правого двигателя на рисунке, самолет был выше, но тогда на стене не будет отметки от киля. На этой анимации размах крыла увеличен на 2 метра. Никто не осмелился указать на это несоответствие, хотя о нем не могли не знать. На основе Боинга 767 создавались малыми тиражами военные самолеты, например, заправщики. Есть сведения, что размах крыла у заправщиков был увеличен, но точных данных об этом нет. Самолеты ведь военные. В остальном, отверстие в стене по своей форме не оставляет сомнений, что оно сделано именно самолетом на скорости около 800 км в час. Вот фотографии нескольких колонн, поврежденных первым самолетом, которые удалось разыскать. Можно видеть, что колонны сделаны из мягкой гнущейся стали толщиной около 7 мм. Это полностью соответствует чертежам и описанию башен. Болтовые соединения колонн и спандрелов разрушались раньше, чем ломалась сталь. Сами болты тоже не отличались особой прочностью.
они просто обрывались. Есть нарекания и на качество сварных соединений. На основе компьютерных расчетов созданы анимации, показывающие разрушение стены полов башни при столкновении с ней самолета. Учитывая, что самолет летел буквально со скоростью пули из пистолета, удивляться в характере разрушений не приходится. Тем не менее, имеется явное преувеличение. НИСТ заявляет, что обломки самолета прошли башню насквозь и выбили из противоположной стены целую панель. В этой стеновой панели колонны имели номера 329, 330 и 331. Они располагались на этажах с 93 по 96. Можно пожалеть работников НИСТ, которым пришлось перевести снимки этой панели на земле. Все, что они могли сделать, так это как можно меньше высказываться о подробностях этого факта и сослаться на компьютер, который этот факт категорически отрицал. Действительно, факт панели на Земле достоин книги Гиннесса. Вы только представьте себе, как солнечным безмятежным утром на очень людном месте, рядом с ВТЦ и церковью Святого Николая, прямо на стоянку автомобилей, с неба грохается 5-тонная стальная панель размером 3 на 11 метров, причем на скорости более 100 км в час. При этом ни полиция, ни народ не обращают на это никакого внимания и продолжают себе прогуливаться рядом, как ни в чем не бывало. Ни один человек не пострадал, один только автомобильчик чуть зацепило. Да и то не панелью, а прилетевшей вместе с нею пожарной трубой. При этом и сама панель не пострадала, только спандрилы все согнулись, как по команде, в противоположную здравому смыслу сторону. Но что самое интересное, так это то, что панель и в башне умудрилась остаться. Вот снимок это воочию подтверждающий. Действительно, если бы панель вылетела из стены, она бы обязательно сбила накладку, указанную стрелкой. Кроме того, шасси самолета пришлось на 95 этаж, то есть выше центра панели. Поэтому панель неминуемо должна была согнуться сверху. На панели и на земле должны были остаться куски противопожарного покрытия, которых нет. При отрывании от стены панель неминуемо должна была потянуть за собой соседние панели, крепления которых к полу были заметно слабее, чем крепления спандрилов между собой. Но тогда возникает законный вопрос: откуда же тогда на земле взялась эта еще одна панель? С какой свалки? Как и кто ее туда доставил? А главное, зачем? А лишь затем, чтобы обеспечить неопровержимую улику – шасси самолета Boeing 767, застрявшее в этой панели. Вот так работают спецслужбы США, в соответствии с заветами Гиннесса. Не буду их тут больше тревожить и перейду к рассказу о Южной башне. Поскольку пожар на Северной башне привлек внимание множества людей, атаку Южной башни вторым самолетом удалось заснять многим наблюдателям. Существует более 50 видео про взрывы на Южной башне после атаки, а также большое количество фотографий. Из них для своего анализа НИСТ выбрал только 7 наиболее информативных. Одной из главных задач анализа НИСТ было определение углов атаки второго самолета на башню. Выбранные видео анализировались самым тщательным образом, результаты сведены в таблицу. Необходимо было точно знать эти входные сведения для осуществления очень дорогого в те времена компьютерного моделирования. Учитывались точки радиолокационного и визуального наблюдений. И все-таки главной задачей, как позже выяснилось, было подогнать угол входа так, чтобы правый двигатель самолета смог попасть точно в отверстие, обнаруженное в углу Южной башни. Этот угол входа должен был оказаться равным 13 градусам. Тогда все сходилось, в том числе оправдывался двигатель, найденный на улице. Ведь другого отверстия в стенах Южной башни обнаружено не было, а найденный двигатель уже не скрыть. К заветным 13 градусам подобраться было непросто, а неудача грозила очень неприятными последствиями. Поэтому к 13 градусам подбирались постепенно. Начали с 19 градусов плюс-минус 6. 25 градусов в пределе – это перебор, поскольку даже до конечного доворота влево самолет приближался к башне под углом всего 23 градуса. Поэтому я все-таки не поверил авторитетам и произвел проверку этого угла захода по тем же видеоматериалам, что и НИСТ. И добавил еще пару. На одном виден сложный маневр второго самолета,
начатый им за 8 секунд до атаки. Видим, что довернуть пришлось довольно много. Именно для этого маневра был превышен допустимый для данной марки самолета угол крена. С этим креном в 38 градусов самолет и врезался в башню. Как уже сказано, первоначальный угол захода известен и составлял 23 градуса. Неужели за 8 секунд самолету даже с запредельным креном удалось довернуть всего 10 градусов? Проверим, как выглядят оставшиеся 13 градусов на плане. Но сначала посмотрим, как выглядит в плане самолет, наклоненный на 38 градусов. Оказывается вот так. Теперь направим самолет в стену под 13 градусами. Видим, что когда правый двигатель приблизится к стене, левый двигатель почти весь уже в стене скроется. А теперь посмотрим покадрово, как самолет входит в здание на видео Хизаркани. Оказывается, двигатели входят в здание практически одновременно. Одновременно происходят и вспышки на месте двигателей. Теперь посмотрим видео Фейербэнкса. Видим такую же одновременность. Видно даже, что крыло самолета при вхождении в стену режется почти симметрично с обеих сторон. Третье видео. И опять двигатели входят в стену почти одновременно. Следовательно, вычисления НИСТ неверны, и угол захода самолета значительно меньше 13 градусов. Но даже уже при 11 градусах это разрушает все компьютерные построения НИСТ. А главное, правый двигатель самолета уже не сможет попасть в угловое отверстие в башне. А раз другого отверстия для него нет, двигатель останется в башне. Видим, что в стене башни выбиты только окна, все колонны вокруг остались целыми. Однако службы США полагают, что двигатель вылетел из здания среди прочих обломков и приземлился в районе Мюррей-стрит. Проведем анализ, как именно вылетали эти обломки. Поскольку частота кадров на видео известна и составляет 24 кадра в секунду, можно определить скорость самолета. Известно, что башня имеет ширину почти ровно 60 метров, а фюзеляж Боинга 767-222 48,5 метра. Измеряем расстояние, которое пролетает самолет за 6 кадров. Получаем, что скорость самолета равна 240 метров в секунду или 864 км в час. Все совпало. Значит, таким методом можно пользоваться. Аналогично измерим скорость роста огненного шара на противоположный удару в стене. Шар вырос до 44 метров за 24 кадра, то есть за 1 секунду. Имеем скорость 44 метра в секунду или 158 км в час. Одновременно отмечаем, что никаких обломков, вылетающих из стены, пока не замечено. Это странно, поскольку двигатель имеет большую массу и должен был уже опередить все другие обломки, испытывающие большое сопротивление воздуха. Теперь измерим скорость обломков. Я уже заранее проверил покадровое совпадение событий на разных видеосюжетах. Совпадение отличное, что свидетельствует в пользу достоверности этих видео. Используем для вычисления скорости обломков вот это видео. Этот сгорающий на глазах обломок летит со скоростью 63 метра в секунду или 227 км в час. А этот обломок, чаще всего принимаемый за двигатель, имеет скорость 61 метр в секунду или 220 км в час. Все это совсем не похоже на анимацию НИСТ. На них двигатель получает скорость меньшую, чем у других обломков, то есть около 30 метров в секунду. Кроме того, на анимации обломки попадут в угол башни гораздо позже, чем обломки, вышедшие из стены. А на видео мы можем видеть, что наоборот, именно угол дымит первым. Поэтому закончим на этом с НИСТ. Им платили огромные деньги явно не за достоверность анализа. Вот как приблизительно происходили события, если учитывать все замеченные факты. Самолет входил в стену почти горизонтально и почти под прямым углом в плане. Правый двигатель попал точно в спандрил, а спандрил подкреплен сзади прочным и тяжелым цементным полом. Поэтому двигатель потерял скорость настолько, что из башни вылететь уже не смог. Баки с топливом, находящиеся в правом крыле самолета, разрушились, и топливо стало отражаться от внутренних стен и полов башни,
унося с собой разорванные ударом о балки плоские куски самолета. Эти обломки, нарезанные вертикально, вполне могли вылететь через окна с противоположной стороны башни. Именно они и создали эффект носа Пиноккио. Эффект получился потому, что фюзеляж самолета пришелся точно на 2 этажа, и полы этажей задали высоту обломков, равную высоте фюзеляжа. Однако, если смотреть на эти плоские обломки под другим углом, эффект носа Пиноккио не наблюдается, причем даже видно, что обломки плоские. Вначале на башне наблюдались только разрушения, вызванные ударом самолета. Но уже следующий кадр показывает яркую даже на солнечном свете вспышку. С этого момента со всех сторон башни начинают расти огненные шары. Скорость роста этих шаров и их яркость слишком велики для горящего топлива. В башне произошел взрыв зарядов, который принес в себе самолет. Но некоторые из этих зарядов не успели взорваться в башне и вылетели из нее. Они взорвались уже в воздухе. Чтобы вы могли определить моменты этих взрывов, я добавил аудио, к данному видео отношения не имеющее. Зато получилось наглядно. Как это ни удивительно, однако взрыв заряда в воздухе является единственно возможным объяснением возросшей в этот момент в 1,5 раза скорости обломков. Кроме того, обломки из точки взрыва вылетели под разными углами, то есть в разные стороны. Один из обломков летит в сторону снимающей камеры. Его тень видна на стене северной башни. Вот как выглядит траектория этого обломка под другим углом съемки. Этот обломок никак не мог вылететь из стены южной башни. Он является осколком не самолета, а корпуса взорвавшегося заряда. С этим впечатляющим зрелищем может сравниться только видео, на котором американские службисты оперативно и тщательно проводят съемку обломка двигателя, якобы прилетевшего на Мюррей-стрит. Спасибо за внимание. До новых встреч на YouTube.